Какой сладкий, сочный, свежий арбуз. Сегодня я покажу 3 блюда из арбуза, которые вас точно удивят и охладят. Такого вы еще никогда не пробовали. И первым нашим блюдом сегодня будет очень необычный салат из арбуза, феты и огурца. Дальше мы приготовим соус, да-да, очень удивительно. И, конечно же, сегодня мы приготовим арбузный десерт, который вы можете побаловать себя, своих близких и даже детишек. Начнем мы с салата, арбузного салата. Для этого я предварительно уже нарезала арбуз и удалила из него косточки. Должна признаться, это то еще занятие со звездочкой. Цедру я уже натерла, и сейчас огурчики. С огурчиками, смотрите сами, у меня вот такие вот молоденькие хрустящие огурчики. Я все равно сниму с них шкурку, потому что это делает текстуру, во-первых, более нежной, во-вторых, более свежей. По огурчикам смотрите, какие у вас. Если используете дачные, после того, как разрежете, здесь есть семечки. У моего огурчика совсем маленькие, тоненькие семечки. Маленькие, тоненькие семечки можно оставить. Но если у вас огурчик с дачи, и он уже пересидел на грядке, лучше удалить семечки. Для этого просто пройдитесь по этой поверхности. Вот сейчас сделаю один. Ложечка чайная или кофейная. Вообще есть специальные скуперы, но это такой профессиональный девайс, и не буду вас утруждать этим. И вот смотрите, мы убрали семечки. На самом деле семечки, они и бывают резкие на вкус, достаточно по текстуре, но они еще дают лишнюю влагу. Чтобы этого избежать, мы убираем. Я люблю, когда ингредиенты примерно одного размера. Арбузик у нас вот такого размера, огурчик будет вот такого размера. Я думаю, вместе они будут выглядеть замечательно. Я нарезаю огурчик пополам и делаю так же, как его делала моя мамулечка. Мама, спасибо, если она смотрит. Что касается феты. Я люблю, когда салат выглядит, как будто его сделала греческая бабушка, поэтому мы не будем мудрствовать лукаво и не будем ничего особо нарезать. Я его сделаю, кстати, слоями. Добавлю арбуз, добавлю фету, вот прям вот так, щедро. Я снова выложу арбуз, огурец и фету. Делается буквально за 5-7 минут, если у вас тем более ингредиенты готовы. Но на вкус он необыкновенно бомбический. Чуть больше феты добавлю, чтобы сбалансировать вкус. Все-таки лето не отменяет того, что наш организм требует витаминов и минералов. В оригинальном рецепте этого ингредиента нет, но моя, не знаю, неугомонная душа требует чили. Что мы сделаем с чили? Я вот буквально положу 2-3 кусочка малипусечных, желательно без косточек, вот так. Вот таких вот 2-3, как это назвать? Кольца. Вообще греки, а это салат греческий, гранат не кладут. Но мне так захотелось именно это сочетание, когда я попробовала, я подумала, господи, это надо всем рассказывать, иначе мир не узнает этой тайны, как хороши эти ингредиенты вместе. Мы положим сверху листики мяты. Вообще считается, что зелень лучше не резать. Если резать, то резать специальным керамическим ножом. Я думаю, зелень лучше отпустит свои прекрасные ароматы и будет чувствовать себя радостнее, если мы ее просто нарвем. А если у вас листики маленькие, как у меня, то здесь особой работы нет. Сюда же я добавлю базилик. С базиликом у нас такая же история. Цедра лайма, которую я увлеклась и натерла заранее. Кстати, цедру лайма вы можете натереть, положить в пакет и заморозить, и когда вам надо, в таком виде добавить. Конечно же, сок лайма. Сейчас буду показывать, как хорошо я занимаюсь в тренажерном зале. Немного, без фанатизма. И оливковое масло. Потому что это все-таки салат, потому что он греческий. Теперь немножко соли. У нас есть соль фети, но я хочу добавить акцент. Чуть-чуть перчика. Представляете, каких-то несколько минут, и ароматнейший, вкуснейший, свежайший салат готов. А я сейчас его поставлю на 5-10 минут в холодильничек, чтобы он стал более прохладным. И потом попробую. Вкус потрясающий. Фета, она немножко обволакивает и заземляет эти вкусы, дает солонинку и такую основательность. Арбуз это как летние брызги моря. Мята и базилик настолько подчеркивают. Это может быть прекрасная закуска, а может быть и просто целый летний обед. А мы переходим к блюду номер 2. Соус из арбуза.
идеальный для лета, пикантный, восхитительный для морепродуктов, креветок и даже белой рыбы. Конечно, для этого нам понадобится арбуз. Я его предварительно очистила и нарезала на кубики. Перчик чили, а точнее его половинка, я его нарежу. Сок лайма, свеженатертый имбирь, соль, винный уксус и рыбный соус. И немножечко сахарозаменителя. И потом я расскажу вам один небольшой секрет, как этот соус сделать более густым. Кстати, напишите в комментариях, если вы тоже, как и я, любите арбуз есть с хлебом и солью. Виктория вот так посмотрела на меня. Дальше. Сок лайма. Я выжимаю его прямо сюда. Имбирь. Я его натру, потому что он плохо себя ведет внутри буллете, для того, чтобы быть уверенной, что текстура у нас нежная. Потому что у имбиря встречаются такие плотные волокна, которые, если их положить целиком, не всегда пробиваются в блендере. Половиночку перчика чили. Конечно же, из перчика чили я убрала семена. Нам не нужен очень острый вкус, а в семенах содержится весь гнев перца чили. По чайной ложечке рыбного соуса и рисового уксуса. Как всегда, чем заменить ингредиенты, я вам расскажу в описании под этим видео. И в финале штрих. Немного сахара или сахарозаменителя для баланса. И, конечно же, когда мы говорим о балансе, мы не забываем про соль. Вот и все. Теперь я накрываю и измельчаю. Ох, пахнет он невероятно вкусно. Мне текстура нравится, а если вы хотите, вы можете его процедить. Давайте я тоже процежу. Хотя я вот не вижу даже, что там задержится особо. И теперь я его просто нагрею. А пока он будет нагреваться, мы с вами узнаем один маленький секрет. Оставайтесь со мной. Чтобы сделать этот соус, который я ставлю на 5-7 минут, буквально подогреется, я его даже не буду кипятить. Как только он у меня нагреется, я уберу его с плиты. Моя задача просто его немножечко загустить. Я не хочу его кипятить, чтобы оставить эту свежесть, которая в нем есть. Но чтобы сделать его густым, я не хочу его утяжелять, потому что мы готовим летом. И нам не нужна ни мука, ни крахмал. Что мы будем использовать? Правильно. Семена чиа. Буквально 1 чайная ложечка. Как только он у нас нагрелся и думает, чтобы закипеть, я его убираю с плиты. Что я делаю сейчас? Я добавляю наш чиа. Я его отправляю охлаждаться. И охлаждаться на мне будет в таким красивом сотейничке. Это совсем вовсе и не арбуз. Это какое-то приглашение на танго, я не могу сказать иначе. И это, безусловно, будет настолько большим комплиментом вашему летнему прохладному блюду из рыбы или даже из курицы. Я вас уверяю, этот соус все будут спрашивать, что в нем. А мы переходим к блюду номер 3. А теперь давайте вместе приготовим арбузную граниту. Что такое гранита? Это освежающий, легкий, хрустящий лед со вкусом розовой воды, который тает у вас на языке. Я разрезаю половинку на такие дольки. Как выбрать и нарезать арбуз, вы можете посмотреть у меня в разделе «Лайфхаки». И вообще там много полезного. Мы будем все поочередно класть. Сильно мельчить не надо. Но вот такие белые штуки нам они не нужны. Дальше все просто. Нам потребуется розовая вода, но альтернатива розовой воде у меня сегодня есть апельсиновая вода. Так как это ингредиенты достаточно активные, их нам требуется совсем немножечко. Я добавлю сахарозаменитель или сахар, или мед, что вам больше нравится, что вы предпочитаете. Здесь нет никаких правил. Конечно же, мы добавим лайм, его и цедру, и сок. Прямо вот сюда, в кувшинок, снимаем цедру лайма. О, какой аромат! Очень много мы используем лайма дома для лимонадов, для соусов, просто водичку. Сегодня я работала и сделала себе водичку из лимонада. Теперь я это все измельчаю. Измельчать важно очень до такой нежной текстуры, чтобы наша гранола была как рубин. Текстура абсолютно божественная.
Но если у вас чувствуются небольшие волокна, и вы хотите добиться более нежной текстуры, процедите. Я оставлю все соки, все волшебство внутри. Я выливаю форму и отправляю в морозильник. Очень важно процесс заморозки, чтобы у нас был плавный. Нам надо отправлять в морозильник и при этом каждые полчаса открывать и перемешивать вилкой от краев к центру, от краев к центру. Таким образом мы разбиваем кристаллическую структуру образовывающегося льда и оставляем маленькие кристаллы, которые будут выглядеть пушистенько, когда мы ее будем сервировать. Сразу скажу, что на это у вас уйдет 2-3 часа, поэтому если вы торопитесь, просто вылейте ее в более плоскую форму, где она замерзнет быстрее. Но используем магию кино. Для меня уйдет, может быть, несколько часов, а для вас буквально секунда. И как я обещала, буквально 1 секунда, я выложила ее из морозильника минут на 10 заранее, чтобы текстура стала помягче, более рыхлой. Я думаю, здесь будет красиво смотреться маленькие листики мяты. И у меня здесь осталось немного цедры лайма, которую я не использовала. Я посыплю ее вот. Боже, это невероятно вкусно. Свежо, не очень сладко, настолько охлаждает. И это вот прям как будто подзаряжает батареечка моя. Представляете, гости ваши поели, и вы вносите новую лепту, как будто вы ведете на танец, который их завораживает. Это очень легко, очень свежо, а главное, это незабываемо. А с вами была летняя коллекция арбузов от Яры, и до новых встреч!